Меня зовут Дарья, мне 31 год. Я предприниматель и совладелец студии красоты. Я проживаю в городе Химки. Образование у меня высшее. Значит, опыт работы у меня 7 лет в этой индустрии. Я из полноценной семьи. У меня есть папа и мама. Папа у меня предприниматель, мама у меня творческая личность. Она всегда развивалась в духовном плане очень. Вот. И я, в принципе, реализация своих родителей, то есть во мне есть предпринимательство и также есть творческая часть, которую я очень хорошо реализовала в своей работе. Так как у меня есть художественное образование, я закончила Химкинскую художественную школу и всегда думала, что я могу делать лучше всего. Лучше всего я умею рисовать. Однажды, попробовав работать аквагримером, я поняла, что мне нравится рисовать на лицах. Вот, и попала в тенденцию. 7 лет назад появились брови. И я подумала, что было бы круто, на самом деле, начать делать брови. И успешно стартанула. Вот, нарабатывала свою клиентскую базу. И в дальнейшем стала преподавателем в этой сфере. 4 года я работаю в команде, у меня есть партнер, она мастер-парикмахер. Вот, мы 4 года с ней работаем сами на себя. И в какой-то момент я стала понимать, что мне нужно свое пространство. Пространство своего личного. То есть это не только, то есть это должен быть отдельный кабинет. И что-то более масштабнее. То есть масштабнее именно про что? Про о себе заявить. То есть не быть в камерной, да, такой области, как правильно объяснить-то, господи, не закрываться ото всех, а хотелось, наоборот, о себе рассказать, чтобы обо мне узнали все Химки. Вот, что я есть такой мастер, я есть хороший преподаватель, и при этом закрепить это все салоном красоты, да, то, что мы 3 профессионала, которые создали очень крутую студию красоты, да. Третья у нас, это, получается, родная сестра моей коллеги, она мастер маникюра. Вот, мы 3 профессионала, то есть я мастер-бровист, она мастер-парикмахер и мастер маникюра. Мы сейчас создали свое пространство. Это не просто студия красоты, это будет и есть место для женщин, где ты получишь очень хороший сервис. У нас проходят клиентские дни раз в месяц для женщин. То есть женщины могут прийти и научиться создавать сами себе брови, научиться создавать себе клевые укладки, научиться ухаживать в домашних условиях за руками. При этом мы приглашаем психологов, сексологов, да, чтобы пообщаться на женские темы. То есть такое женское комьюнити, получается, будет, да, где... То есть это не просто студия красоты, которая есть банально у всех. Вот, у нас будет такое женское пространство. Женский клуб. Да. Так как я являюсь совладельцем студии красоты, в первую очередь я отвечаю за развитие салона красоты, за продвижение, за рекламу. При этом я остаюсь действующим мастером, который отвечает за брови и ресницы. Также я продолжаю преподавать в сфере бровей и ресниц. На данный момент у меня есть сейчас новая сотрудница появилась. Это будет 2-й мастер по ресницам, которую я обучаю и будет помогать мне в дальнейшем. На данный момент мой доход от бровей и преподавания составляет 100 000 рублей. И он, естественно, становится выше, потому что мы сейчас открыли студию красоты, и доход будет доходить до 300 000 рублей в месяц. Проблем нет. Какие проблемы? Мне, наоборот, все хорошо. Проблем нет. Мы сталкиваемся сейчас с единственной проблемой — это раскрутка салона, вот, потому что мы на начальном этапе. Нужно о себе заявлять,
мы подключаем все ресурсы, мы команда, мы все вместе, мы в этом плане органичны, мы каждый знаем свое место. Ощущения от новой моей деятельности, от нового статуса очень положительные. Я нахожусь в полной гармонии сейчас. Хочется масштабировать, хочется узнавать, познавать еще гораздо больше. То есть это совсем... То есть это больше не про меня уже, это больше про окружение идет, да. И главное ничего не бояться, идти в свои страхи, то, что я сейчас и делаю. И я чувствую, что ждет большой успех. Я мечтаю в дальнейшем не работать самой. Я хочу, чтобы работала на меня команда. Хочется быть именно наставником для своих девчонок, которые будут делать так же круто, так же с душой свою работу. Также я мечтаю, чтобы у нас была сеть своих салонов красоты и иметь стабильный доход и при этом развиваться, не стоять на месте. Развиваться уже более, например, производить свою продукцию, да, в плане косметики для тех же самых бровистов. То есть выходить более на другой уровень, возможно, не только там создавать онлайн-курсы, то есть, да, уже выходить чуть, то есть не работать индивидуально на клиента, а работать на масштаб. Вот. Масштабировать свой бизнес. Я для этого открыла студию красоты. Я для этого прохожу много разных обучений. Я для этого нанимаю уже себе дополнительный персонал. Я его обучаю. И сама при этом нахожусь во всем, вместе с ними. То есть я не так, что как многие открывают салон красоты там, да, и ведут себя как директора. То есть нет, моя концепция такая, то, что я должна быть также, рядом с ними, то есть на таком же уровне, чтобы чувствовать своих людей, своих мастеров, то есть, да, чтобы понимать, что им комфортно и как. Моя неуверенность в себе. Ну, на самом деле, мы все про неуверенность в себе, господи. И моя неуверенность в себе, да, она мешает, но я над этим работаю. А в первую очередь это сама с собой. То есть она же заключается не только... Она извне тоже идет, то есть, да, и вся вообще, на самом деле, моя работа, вся эта деятельность, это все то, что я расту внутренне, и каждый раз себе доказываю, что я хороша. Вот эти все этапы, которые я прохожу, это каждый раз мой какой-то этап, то, что я хороша, я крутая, сама для себя, не для всех, а сама для себя. Вот она мне единственное, что мешает. И я, кстати, каждый раз к этому возвращаюсь. И каждый раз я убеждаюсь, что все это ерунда. Хочу, да, вот сказать, что во всех моих проектах и вообще кто меня наставил на этот путь, это мой муж, да, который в меня всегда верил и продолжает верить до сих пор. И он первый мне дал 30 тысяч рублей на то, чтобы я пошла доучилась на брови. Вот, он мне сказал: Даша, иди пробуй, не получится, ничего страшного, будешь вон там маме моей делать и своей маме делать брови. Но у меня получилось. Что дальше? Дальше пошло преподавание. То есть тоже был момент, когда мне было страшно, тяжело, я была в себе не уверена. Я говорю: да господи, как я могу преподавать? Ты о чем? Кто я? А кто эти люди? А эти люди, оказывается, такие же, как я. И он мне говорит: иди попробуй, сделай, ничего страшного. Ну и осудит тебя один человек, второй человек, а другой скажет: да крутая, слушай, пойду к ней учиться. И так и вышло, и так и есть, тоже 2 года это же происходит. Ну и третьим таким этапом, который меня очень сильно поддержал, когда мы брали сейчас эту новую студию, когда открывали, я вошла в помещение 75 квадратов, это самое мое большое помещение из всех, в которых я работала, да, именно, сама брала, когда в аренду. Я захожу в это помещение, понимаю, что это масштаб, это много, это дорого. И я звоню мужу, говорю: слушай, что делать? Хочется, и так страшно. Он говорит: иди, и бери, и пробуй.
Ты, если не попробуешь, ты не поймешь. Пока молодая, иди реализовывай свои все мечты. То есть вернуться всегда можно. Можно назад в маленькое опять помещение, запереться, быть в одиночку, да, работать. Всегда можно. Пока не попробуешь, шампанское пить ты не будешь. Вот. Поэтому спасибо огромное моему мужу, который очень так крепко стоит за моей спиной в плане поддержки. Я считаю, что сейчас самое лучшее время. И в нынешней ситуации мне много спрашивали, задавали этот вопрос. То, что для многих, наоборот, страшно, типа там, что как сейчас тогда в такой нестабильной обстановке открывать какие-то проекты, какую-то деятельность запускать. А я, наоборот, считаю, что сейчас самое лучшее время запускать, заявить о себе, потому что всегда в самых сложных моментах вообще, да, в нашей вот стране выстреливали именно вот в такие сложные времена все проекты. То есть я вообще на самом деле не закрыться и сидеть и бояться, а наоборот пробовать и доказывать всем остальным, что не надо ничего бояться, надо пробовать, и пускай эта жизнь, как сказать, я живу здесь сейчас, вот в моменте. Вот в моменте мне захотелось сделать салон красоты, я беру и делаю. Как дальше это будет, непонятно, да, потому что мы сейчас не можем прогнозировать это надолго. То есть как это будет через год, как это будет через 2. На данный момент у меня все хорошо. И я, наоборот, за то, чтобы развиваться в своей стране и радовать женщин, потому что от женщин все зависит в плане того, что какое у нас настроение, то есть, да, какое у нас состояние. А мне нравится заряжаться от самих женщин, и я сама заряжаю женщин, да, вот, чтобы был порядок, да, нужно работать, нужно развиваться, не останавливаться, и если мы остановимся, то все становятся. Зачем? Жизнь идет, она здесь, сейчас, она такова. И нужно принимать эти реалии. И главное не накручивать себе. И во все времена, и в военные времена все работали, все развивались по-своему. Да, было тяжело, да, было непросто, но мы все-таки живем в Москве. Это город про людей, это город про большую энергетику, это не какой-то маленький городочек в России. Здесь гораздо быстрее можно реализовать свои планы и реализовать свои амбиции, вот, нежели в каком-то маленьком городке. Хотя, мне кажется, тоже зависит от мышления. Даже и в маленьком, наверное, можно, даже в такие времена. Просто будет сложнее гораздо. Здесь все-таки очень много людей. И люди, привыкшие, женщины вообще, на самом деле, в нашей индустрии привыкли за собой ухаживать. Здесь не нужно это навязывать. То есть, да, не нужно заставлять за собой ухаживать. Женщины сами по себе в России вообще считаются самыми, да, красивыми женщинами, ухоженными женщинами. Вот, а мы только поддержим, вот, и будем дальше развивать это. Чтобы так все и думали.